Привет, друзья! И мы все еще на Бали, это все еще Раскладота, и теперь в нашей прекрасной беседке, но вообще не нашей, мы просто отжали тут у людей, в гостях Лукаша. Здравствуй, Обычно Лука. в гостях у Лукаши, а тут в гостях у Лукаши. Да, именно Вот так. Ну смотри, ты неспроста здесь сегодня у нас, именно ты, а не кто-то другой, потому что мы будем обсуждать плей-офф для наших восточноевропейских команд. Все команды вышли в плей-офф, кто-то с большим успехом, кто-то с меньшим. Да. Скажи, ты предыдущий выпуск смотрел? Ну, так, одним глазком, так сказать. Ну, смотрел. И что, ты удовлетворен предсказанием? Как ты чувствуешь? Ну, по вам, мне кажется, все сбылось, и по спиритам тоже. По нам я бы не сказал. То есть, в целом, мы не отобрались 2 раза из групп-стейджа, не вышли, поэтому тут для нас было... Мы играем здесь за Инт, для нас было просто важно выйти в виннера, чтобы выиграть одну игру, и все, гуд. Ну, хотя это спорт, все время хочется первое место, правильно? Ну, отчасти да, отчасти нет, типа такого. Ну что, Team Spirit. Так. Нижняя сеточка. Говорили все, что у них довольно простая группа. Это, кстати, я бы не сказал, что это не так, но да. Ну да, ну типа, знаешь, я говорю, типа, как все это выглядит на бумаге, неважно. Давай посмотрим, как сложится первый раунд плей-офф для Spirit с точки зрения спортивного результата. И первая карта — это колесо фортуны. Ну, пока не будем делать поспешных выводов, просто посмотрим, что выпадет еще. Вторая карта, это тройка мечей. Она такая, видишь, ну грустненькая. Да, но ты мне потом объяснять все Да, будешь. конечно, надо просто достать 3, чтобы какую-то логику уловить. И третья карта, это пятерка мечей. Как игроков. Да, интересно. Слушай, на самом деле интересно, потому что мечи — это в целом... Ну, нельзя сказать, что какие-то карты однозначно очень хорошие, ну, однозначно очень плохие скорее, но мечи — это в целом довольно негативная масть. Вот среди всех этих сюжетов мечей очень много какого-то негатива, очень много чего-то неприятного, каких-то склок, дрязг. Что может принести разочарование спортивной команде? Наверное, поражение. Да. Наверное, поражение, но мне кажется, что колесо фортуны указывает на то, что такова судьба, таков путь. Получается, неудача в этом случае. Team Spirit неудача, получается, а неудача. Как будто бы да. Слушай, есть всегда чит, нереальный чит есть в картах Таро. Можно достать уточняющую карту. Мы сейчас достанем уточняющую карту. Используем чит и достаем уточняющую. Это снова мечи. Это король мечей. Блин. Ну, слушай, одни мечи, сплошные мечи. Какой-то вообще нереальный дискомфорт. И король мечей может означать и как какого-то человека не супер, который ничего хорошего тебе не сулит. И в целом, какие-то супер негативные вайбы. Я даже не знаю, как нам теперь гадать на остальные, знаешь, раунды, если в первом раунде такая грустная история. Слушай, ну да ладно, я думаю, что мы можем сейчас погадать на первый раунд для панд, перейти к бэтбум, и потом дальше посмотрим, как у нас будет вырисовываться турнирная сетка. Ну что, смотрим на панд теперь? Так, давай. Что ждет? Что твоя рука вытащит? Да, что ждет Nine Pandas в первом раунде лузеров на плей-оффе? Давай. Смотрим. Королева жезлов. Это ты? Ну, кстати, сейчас обсудим, кто это может быть. Так. Вау, страшный суд. Вот так. Ну, сейчас, видите, начнут носить карты, я чувствую. Я могу чуть попридержать. Чуть-чуть. И справедливость, вау. Это, блин, очень интересное сочетание карт. Что за комба? Да, в том смысле, что, в принципе, знаешь, вот и страшный суд, и справедливость, они во многом про какую-то... короче, знаешь, на что наработал, кто что учился, да, вот типа то и заработал. Ну, у нас такой вопрос звучит, да, что ждет с точки зрения спортивного результата. Может быть, кто-то наколдует, форчун ведет на нас, я не знаю. Но это реально интересная комба, потому что это реально, знаешь, такие вещи связаны со справедливостью, с получением по заслугам. Я бы так сформулировала вопрос: окей, мы получим по заслугам. А что заслужили Nine Pandas? Так, семерка мечей. Парочку достанем или троечку опять, потому что вопрос такой пространный. Что же заслужили? Башню. И отшельника.
Блин, ну вообще ничего хорошего на самом деле. Потому что башня, как я люблю говорить на простом языке, это карта пиздеца. Такая, знаешь, вот какого-то падения с вершины. Семерка мечей — это тоже карта, которая ассоциируется с какими-то интригами, манипуляциями, с какими-то не очень честными способами взаимодействия. И отшельник — это такой, знаешь, вайб человека, который все осознал и ушел в пустыню. Такой, знаешь, не дзен познал в хорошем смысле, а ушел обдумывать свои ошибки. Заметь, меня это сказала. Да, ну смотри, в целом перспектива нерадужная. Слушай, ну по поводу нечестности и так далее, тогда со смотрителями поаккуратнее. Ну 100% нужно. Еще знаешь, типа, я подумала, что вот карта справедливости, она тоже такая, она может в другом контексте означать проблемы там с судом, какие-то чисто юридического характера проблемы. Я подумала, блин, ну что это, типа, расследование морфа? Типа, да, интересная штука. Ну, знаешь, что мне Руслана говорит? Что вот сколько я не гадаю на нашей с ней команды, все время какая-то жопа выпадает. Постоянно, что бы ни было. Ну, ладно. Ну что, и на десерт у нас команда из верхней сетки. Единственные. Неповторимые. Бэтбум. Смотрим. У нас был барьер в 8 игр. Мы на прошлом мажоре 8-7 имели и не вышли даже в лузера. А сейчас вот мы побили вот эту планку, просто разломали, перебили. Стеклянный потолок. Как угодно это можно назвать. Теперь у нас 10 винов. 10? Нет, даже... Да, 10, 6 у нас, да. Смотрим, что ожидает команду Бэтбум в первом раунде сетки Венеров на Борисском менеджере. Интригу наводишь. Паш мечей. 5 мечей. Ну, знаешь, Паш мечей это тоже, это как и королева жезлов, это больше персоналити, вот что-то такое. Я понял. Человечек какой-то. Карты силы. И... Снова мечи, кстати. Что? Снова мечи. Шестерка мечей, да. Опять. Ну что, смотри, карты силы — это в целом карта позитивная, но не типа бабочки, цветочки и счастья, а это, знаешь, про какое-то... Все-таки для того, чтобы проявить силу, тебе нужно попасть в обстоятельства, которые требуют ее демонстрации. Работящая такая. Ну такое, да, то есть тебе это все-таки означает какие-то трудности. Паш мечей — это такое воплощение вот какой-то дерзости, какой-то смелости. Ну, знаешь, вот нет, все-таки дерзость более подходящее слово, чем смелость, потому что смелость, она такая, это какое-то высокое, рыцарское, благородное чувство, а пажи, они все-таки такие, они показывают детей, каких-то, знаешь, каких-то подаванов, там, вот. И это больше такая вот дерзость с такой шашкой наголо, но мне кажется, что во многом это... Короче, во многом, мне кажется, это может быть даже вайб вашей команды в чем-то, потому что у вас много молодых. Или, знаешь, это может означать, что, может быть, команде придется каким-то образом, знаешь, сменить парадигму, сменить свой взгляд на игровой процесс, неважно, на что угодно. Второй вариант попозитивнее. Свернуть в другую сторону. Давай достанем одну уточняющую, без конкретного вопроса, просто вот еще немножечко о том, что же ждет Бэтбум в этом матче. Смотрим на уточнение, на шпаргалочку смотрим. Давай. Бэтбум, верхняя сетка. Блин, и снова, прикинь, страшный суд. Ну, я тебе говорю, я иногда эту мысль повторяю во время гаданий, что мне кажется, что иногда какие-то вещи, они просто как будто еще не предрешены. Как будто вот суждено тебе получить по заслугам, суждено тебе наработать что-то. Но, ну, кстати, слушай, в случае с нашим комьюнити, я думаю, что если это будет поражение, джаджмент нереальный просто ждет любую команду. Там просто джаджмент из всех щелей сочиться будет. Это, кстати, тоже может на это указывать, что, как ни крути, но давление от сообщества, я думаю, есть на каждом из нас. Ну, у нас оно всегда как будто бы... Ну, я не знаю, может, это только мне кажется, там, и только из призмы нашей команды, но мне кажется, что на нас там в любом случае всегда есть давление. Вот как только состав заанонсится, вот уже после этого момента. Ты знаешь, я бы сказала, что это связано вот с этим вайбом пажа мечей, потому что, как я говорила, у вас парни ну, да. прямые, такие дерзкие, смелые, у нас лучшие исполнители на всех ролях, и, конечно, это приводит, конечно, это увеличивает градус джаджмента. Ну, да, это у нас, знаешь, няши-стесняши что-то там сидят, да, ну, максимум там про сисю-писю пошутят, и все. А у вас в этом плане, конечно, да. Получается, что вот эта карта может означать, что типа мы отберемся на инт или не отберемся на инт, что это как бы как раз и будет вот этот суд. Ну да, знаешь, или вот, что этот вопрос еще не решен, и вот самое время, знаешь, покормить, самое время пойти
покормить обезьян, понимаешь, там что-то хорошее Я сделать, понял. что-то Рыбок в доброе и бассейне, вечное, вот, да. да. Да, покормить рыбок в бассейне, как-то карму себе заработать. Смотрим, что наше уважаемое, любимое, бесценное, единственное, неповторимое в мире комьюнити будет чувствовать, в каком эмоциональном состоянии оно будет после мейджора. Карта дурака. Антон опять? Антон, ты? Антон опять. Понятно. То есть карту Антона все-таки подложили в колоду. Карта Антона здесь. Далее что? Пятерочка кубков. Это грустненькая карта такая, грустненькая. Ну сейчас все в связочке почитаем. И карта бедности. Пятерка кубков — это вообще такое разочарование. Причем, знаешь, это не просто разочарование, это не какой-то прям крах всех надежд. Это когда у тебя все-таки что-то есть, но тебе не важно. Видишь, у человечка есть 2 кубка, но он такой, блин, а вот этих 3 нет. Поэтому как будто это неспособность ценить то, что ты имеешь. Это разочарование. И карта бедности туда же. Вот такое, типа, скорее какой-то разрыв между ожиданием и реальностью. Ты знаешь, крамольно прозвучит, да, как будто вот хорошо, как будто отнимут. Крамольно прозвучит, но, возможно, ни одна команда не заберется так высоко, как на прошлом мажоре. Вот, как бы это ни звучало, да, но почему-то так. Но, блин, если выигрывает Антоха, ребят, я просто открываю курсы Таро, я не знаю, начинаю продавать расклады, потому что, ну, просто Антоха. Не, ну Выпал. вообще болельщики с нашего региона за Антоху же, по сути, должны быть радостны. Нет, конечно, ну, понимаешь, вот сам тот факт, что у них на душе будет Антоха. Ну, это да. Потому что если абстрагироваться, если думать абстрактно об этой карте, может, ну что? Может, фишка как раз в том, что Антон может проиграть в финале, и поэтому он не получит то, что он хотел, типа, и вот что-то такое. Да, ну видишь, мы не на Антоху гадаем, а на Не, ну да, но дурачье появился. Давай, ладно, Лукаш, теперь поделись своими ощущениями от нашего сеанса Ну, спиритического. если честно, ничего не поменялось, но я теперь, теперь у меня, я себя запрограммирую, походу не очень позитивно. Нет, ну смотри, Вот. Лукаш, знаешь, я все-таки не не участник битвы экстрасенсов, и я считаю, что нет ничего, что заранее прям как-то предрешено. Мы сами творцы своей судьбы, мы сами за себя решаем. Конечно, есть какие-то вещи, которые можно интуитивно чувствовать и предполагать, но все в ваших руках, все в наших руках, все в руках команды Spirit. Но самое главное, все в руках Антона, дурачье. Ну что, на этом все. Спасибо, Лукаша, что пришел. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что смотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки. И помните, что каждый комментарий продвигает это видео, что бы вы в нем ни написали. Пока-пока. Пока.